Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео я хочу вам показать, что же я сейчас вяжу. Какие у меня проекты на спицах и готовое изделие, и почти готовое изделие. Сейчас вы перед собой видите пряжу, из которой я вязала этот период времени. Это Alize Verona, Инка пряжа и вот это... И пряжа вот эта Siam Boom. Немножечко ошиблась. Siam Boom пряжа. Уже давно так не прикасалась к этому проекту, что уже даже забыла, из какой пряжи я начала этот проект вязать. Итак, давайте по порядочку. Так, с чего же мы начнем? Давайте вот это с пряжи Siam Boom, раз я ее уже держу в руках, да. Цвет 27875. Так, это 51% мериносовая шерсть, 49% дролон, 50 грамм, 135 метров. Такая вот расцветочка пряжи. И давайте я здесь сейчас уберу это все и покажу, что же у меня получается. Вяжу я с этой пряжи себе бомбер. Кому не нравится название бомбер, могу сказать, что это кофта на молнии, да. Хочу именно на молнии связать. Вяжу снизу вверх. Спицы у меня 4 миллиметра. Вот что у меня получается. Вот так ложится пряжа. Вот такой вот интересный узор. Вот. Резинка 1 на 1. Такое вот красивое начало. И я отложила. Почему я отложила? Потому что у меня не хватало пряжи вот этой Siam Boom. Я узнала в интернет-магазине пряжа Су. Мне с пряжа Су приходила эта пряжа. И мне не хватает этой пряжи. Узнала, и они сказали, что в ближайшее время не будет поставок этой пряжи именно этого цвета. В течение 4 месяцев точно. И я не знала, что мне делать. Вязать дальше или нет. И поэтому проект отложила. Потом, смотрите, что я нашла. Как вот такой вот пряжи, да. Смотрите, я нашла вот что. Это ровница мультиколор. Я не знаю, прям, на мой взгляд, прям идентичная пряжа. Даже так, смотрите, вот как ее можно отличить, да? Вот есть, вот здесь есть, вот. И я взяла вот таких 2 мотка на Валберис. Так, так, что тут? Моток 400 грамм, да, получается? 400 метров в 200 грамм. 56 полутонко, 50 пан высокообъемный. Мне кажется, практически одинаковая расцветка пряжи. И буду пробовать теперь вязать дальше вот этот свой бомбер на молнии. Хочется мне его связать. Вот так выполнен уже край. Я специально, чтобы вот здесь набрать петли и сделать в карман. Вот. Что получится, не знаю. Еще посмотрим. Извяжу вот эту всю пряжу. Наверное, спереди на полочке ее извяжу, если хватит. Хотя я хотела подлиннее его, побольше. Поэтому буду пробовать, буду смотреть. Кто его знает, может быть, вот эта пряжа и подойдет. По структуре все просто, мне кажется, идентичная пряжа. Может быть, не будет сильно разницы. И поэтому у меня вот этот проект, он застопорился. Ну, надеюсь, мультиколоровая вот эта пряжа мне от Пихорки поможет. И я довяжу свой бомбер. И буду уже носить. Называю бомбер, потому что он... будет горловина, ворот такой скругленный, как у бомберов, поэтому называю бомбер. А так кофта на молнии, просто кому не нравится слово бомбер. Следующее, это я откладываю, да, уже вот практически до проми я довязала, потом буду разделять на перед, спинку. Так, с изнанки вот так выглядит этот узор, кстати. Вот так с лица. Следующая моя работа, которая получилась чисто спонтанно, это вот с этой пряжи Инка. Недавно мне она приходила с интернет-магазина пряжа.су. Так, вот еще остаточек. Это то, что у меня осталось сейчас от 9 мотков. Это пряжа Инка. Так, это у нас
стопроцентный хлопок, мягкий именно хлопок, цвет 9706, 50 грамм, 140 метров, спицы рекомендуют 3,5-4 миллиметра, я вяжу на спицах 3,5, и сейчас покажу, что-то фокус теряется, и давайте покажу, что же у меня получается, как же вот эта вот расцветка ложится. И смотрите, что я навязала. Вот мое изделие. Вяжется круглая кокетка сверху вниз. Вот так смотрится расцветочка. Вот она. Видите? Единственное, знаете, что здесь у меня получилось? Росток вязала я азиатский, чтобы не сбился вот эта вот расцветка, не сбилась, да, она идет по порядку. Вышло это не специально, что вот здесь вот такая вот синяя полоса вышла, но, что самое интересное, я взяла из центра мотка, начала вязать первый моточек. Первый моток, когда я начала вязать, взяла из центра, был синий, голубой вот этот цвет, я его начала вязать, и дальше вязала, и вот этот голубой я уже со следующего клубка вязала снаружи, брала вот этот кончик. Поэтому вот здесь полоса широкая. Дальше вот что у меня идут вот такие вот полосы. Вот. И резинка. Резинка просто 1 на 1, она еще фалдит. Я ее закрыла. Вот. Просто вот закрыла спицами и провязала дорожку тоже крючком. Я не пойму, что-то сегодня у меня мутит, камера не хочет снимать. Вот, дорожечку просто провязала крючком. Я думаю, это все постирается, растянется и будет все нормальненько. Вязала я круглой кокеткой сверху вниз. Осталось вот довязать мне рукава и все. Что такое? Я не знаю, у меня с камерой. И вот азиатский росточек по спинке. Давайте поверну по спинке. По спинке, видите, цвет все нормально, он никуда не потерялся. Вот эта расцветочка, и пошла дальше вязать. Пряжа мне очень понравилась. Единственное, что вот такое вот все ляпистое, цветное, разноцветное, но смотрится очень интересно. Так, вяжу я спицами, наверное, уже сказала, да, 3,5, как заявлено, не 4, все-таки 3,5. И резинку я вязала то ли 2,5, то ли 3, уже точно не помню. Пряжа мне понравилась, очень мягкая. Это не жесткий хлопок, а именно мягкий хлопок. Интересная вот такая вот расцветка у меня получилась. У меня что-то в последнее время все мои проекты вот такие разноцветные, что бомбер, да, был вот такой вот разноцветный, что джемпер с круглой кокеткой разноцветный. Но я не знала, что связать с такой вот ляпистой пряжи, кроме как круглая кокетка, мне ничего не пришло в голову. Как майкой не хочу, я хочу именно джемпером связать, и чтобы вот этот узор, да, ой, не узор, а вот эта расцветка. Ну, какой узор здесь, да? Ажур видно не будет, да? Какой-то рисунок тоже видно не будет из-за вот такой расцветки, да, ляпистой. Смысл. И вот я провязала просто лицевой гладью. Знаете, я раньше, помните, наверное, кто за мной давно говорил, никогда не буду вязать из тонкой хлопковой пряжи. А здесь эта пряжа довольно-таки тонкая. Вот она, ниточка очень тонкая. Но я с нее вяжу и довольно-таки быстро очень это связалось у меня. Буквально за несколько дней я вот связала. Единственное, вот рукава теперь лежат. Никак не могу приступить. Так как у меня, смотрите, надо подбирать теперь расцветки. Вот осталось 3 мотка. И вот здесь вот, видите, я закончила вот таким вот цветом. Вот этот моточек вроде подходит. А следующий, я не знаю, вот какой его мотка. Вот отсюда, что ли, взять вот сиреневое продолжение, да? Вот, думаю, вот эти 2 мотка, наверное, взять. Вот здесь вот пятнышки, да, идут. И здесь пятнышки. Вот этот цвет отмотать. И прям до вот такого же тоже уровня, да? Вот как и здесь. И задействовать эти 2 моточка, продолжить вязать рукава. А потом уже как получится. Может быть, если не хватит, то
буду вязать уже следующим. Вот эти два мотка, они вроде бы похожи. Присылают как бы упаковочку, я брала 9 штук. И вот оно постепенно вот заканчивается, например, вот таким цветом. Подбираешь из моточка вот следующий цвет. Вот он, видите, вот этот подходит, да, следующий цвет. А вот здесь, если закончила, уже можно снутри посмотреть, вот какой цвет идет. Можно так. Ну, приходится все-таки подбирать цвета. И я вот таким вот образом делаю. Может, как-то по-другому можно делать, я не знаю. Я решила вот так. Пряжа нравится. Была бы однотонная, тоже с удовольствием бы с нее вязала. Это Валерия де Рома пряжа. А чья на производство? Так. Крючком, кстати, тоже можно вязать с этой пряжи. Испанская эта пряжа. Написано. Так что хорошая пряжа. Мне понравилось. Стирать при 30 градусах. Можно утюжить. Горизонтально сушить. Ну, я в стиральной машине постираю, мне кажется. Не буду заморачиваться. Так, все. Это вот второй проект. Все, довязываю рукава. И потом в отдельном видео вам расскажу уже, как я вязала круглую кокетку. Может, кто-то захочет, да, связать, чтобы не мучиться с расчетами петель. Все очень просто, легко рассчитывать. Все. И готовая работа. Это детский комбинезончик. Давно у меня не было новиночек по детским комбинезонам. И вот, наконец-то я связала вот с такой вот пряжей. Так, и теперь давайте попробуем, чтобы он сюда влез. Вот такой вот красивый узор соты у меня на штанишках. Сверху лицевая гладь. И капюшон. Вот. Так как, чтобы он влез здесь, у меня не влазит. Стол я поменяла. Сейчас рабочий стол, и теперь ничего у меня не влазит сюда. Сейчас уберу вот этот бомбер и посмотрю, может, влезет. Более-менее влез. Смотрите, вяжется очень легко и просто. Сверху вниз, начиная от капюшона, от овала лица. Далее вяжется узор, вот такое вот красивое закрытие капюшончика. Вот. Далее сверху вниз вяжется реглан, регланная линия. Ну и 3 пунктовки и вот такой вот красивый узорчик. Пряжа у меня вот такая Alize Verona. Недавно она мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Хоть это и 100% акрил, но классная, кстати, пряжа. Очень она мне понравилась. Там около 20 расцветок, и надо всего лишь 3 мотка пряжи на размер от 0 до 3 месяцев. И у меня даже 3-й моточек еще немножко остался. 100 грамм, 210 метров. Расцветка это 7698. 100% акрил, но классный акрил, кстати, хороший. И спицы. Спицы я использовала на резинку 3,5. Вот здесь закрытие иглой резиночки. А лицевую гладь вязала тоже спицами номер 3,5, а узор вязала уже спицами номер 5 миллиметров. Из набора Knit Pro я брала спицы и вязала. Связала от 0 до 3 месяцев. Итак, где можно найти мастер-класс на этот комбинезон? Мастер-класс платный, он вышел на Бусти у меня. И давайте расскажу, как это работает там на Бусти. У многих вопросы. Там есть подписка на месяц 300 рублей. Вы платите 300 рублей и в течение месяца вяжете все мастер-классы, которые там есть. Кроме кардигана Мадлен. Кардиган Мадлен, он уже в другую подписку входит. Но через месяц, конечно, да, вам либо надо продлевать подписку, либо, если вы хотите вязать только один комбинезон, покупаете пост к комбинезону. Он стоит 400 рублей на данный момент. И этот пост вы всегда, он ваш, и вы всегда им пользуетесь. Без разницы, там месяц, 2 месяца вы вяжете комбинезон, потом можете вернуться, вы всегда можете вернуться и его вязать. Все, вот так работает это все по спинке, вот таким вот образом
связано. И давайте я покажу вам, как это смотрится на модели, на куколке. Смотрите, вот так этот комбинезончик смотрится на куколке и будет смотреться на ребенке. Смотрите, капюшон я сделала прям, чтобы был по голове. Вот здесь вот, что плотненько все. Ну как плотно, вот видите, рука все пролазит. Чепчик под низом, можно шапочку пододеть. Будет места тоже хватать. Вот здесь многие всегда пишут, что в комбинезонах вот здесь как бы давит или все. Здесь я это все учла. Видите, планочка вот здесь. На подбородок ничего не мешает. Единственное, пуговицу можно было бы ниже сделать. Вот этот момент, да. Все, смотрите, рукава. Рукава можно связать подлиннее. И я вот связала, ну, примерно 0,3 месяца, да. Штанишки, вот. Так, штанины тоже можно подлиннее связать, да, и будет прям идеально. Классный, кстати, комбинезон получился, и пряжа, и все мне очень понравилось. Вот, как он хорошо смотрится. Вот. Сбоку. Сзади вот красивое закрытие макушечки. Очень хороший комбинезон. Единственное, да, камера все-таки не передает всей красоты и расцветки пряжи. Я не знаю, почему на камере она такая странная, эта расцветка пряжи. Но в жизни все гораздо лучше. И вот такая вот новиночка можно найти на Бусти. Заходите, приобретайте мастер-класс, если есть желание. Мастер-класс подробный в 2 частях. Схемы есть узора. Также можно рассчитать на любой размер. Расчеты очень легкие, простые. И можно связать на любой размер. Ну и на этом я буду заканчивать свое видео. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.